Здрасте. Наконец-то мы начинаем этот долгожданный семинар, который у нас называется «Диагностика и убирание из глаза в порч». Я надеюсь, вам понравится эта информация, которую я буду вам давать. Она очень применима, эта информация. Для себя вы откроете огромное количество тайн. Наверное, где-то поменяется общее мировоззрение, которое связано у нас как раз с тем пониманием, что же это такое и так далее. Очень интересная тема. Эта тема у нас обширная, и я так думаю, что мы за одно занятие эту тему не рассмотрим до конца. Поэтому у нас будет дополнительное занятие, оно пройдет, я так думаю, через 2 недели, и оно так и будет называться «Курс порчи с глаза и проклятия. Часть 2». Итак, с чего бы я сегодня хотел начать? Сегодня я начну не с того, как определять, что такое порча с глаза. Какая разница, ребята? Я сегодня хочу вас научить определенному методу, как это все можно видеть. Как это можно видеть открытыми глазами, как это просматривать быстро и как делать так, чтобы прямо сегодня мы начали что-то видеть. А хотим? Все собрались? Все собрались, ура! Очень много приготовил для вас всевозможных картинок. Сегодня это все сегодня делалось очень быстро. Вера Александровна видела за полчаса с разговариванием по телефону. Я буду вам давать вот такие картинки, вы будете переписывать. Видите, имя написано. То есть вот такое вы будете все... Ужас какой. Это вы будете... Мы закончим здесь семинар, это вы для себя перефотографируете потом. То есть это специальные символы, я объясню, как с ними всеми работать. Но это в самом конце, это как бы дополнительная информация, кому-то уже это известен символ, да, и так далее. То есть я буду об этом всем рассказывать, очень интересно. Итак, с чего же мы начнем? С удивительной системы, которая называется, и дальше начинаем, наверное, писать, мой любимый, один из самых лучших методов для адептов, которые начинают идти по пути все-таки возможности работать с энергиями, а также с просматриванием человека. Этот метод называется метод просматривания человека через призму зеркала. Вы начнете видеть не только порчи с глаза, родовые проклятия, аборты и такое, там всякое, там, что только можно себе представить и придумать. Это, конечно, удивляет тем, что мы видим просто невероятные вещи через эти все системы, и сделать это очень легко. Итак, как же это можно все сделать, я вам сейчас расскажу. На улице или дома, или где угодно вы должны посмотреть на человека. После того, когда вы на него посмотрели, представьте, будто вы его видите на зеркале, как будто он отражается в большом зеркале. Представляете? Запишем это. Посмотрели на человека и после этого представляем, будто вы видите не этого человека, а видите изображение. Как будто человек изображается в зеркале. Отражается в зеркале. Как это можно сделать? Вот, допустим, Светлана. Я представляю, будто я смотрю на Светлану, и представляю, будто я напротив нее поставил зеркало. Это первый вариант. Второй вариант, я смотрю на Светлану и представляю, будто вокруг нее зеркало, и то, что я вижу, это не Светлана, а ее отражение в зеркале. Понятно, да? Понятно? Записали? Итак, давайте писать. Методы просматривания человека. Представляем, будто мы убираем человека с места, где он находится, и представляем, будто на том месте, где он стоит, мы видим зеркало. И что же мы будем видеть? А дальше начинаются чудеса. Вы с завтрашнего дня или даже с сегодняшнего начнете смотреть зеркала, и вы будете в шоке от того, что вы видите. Итак, что же вы можете видеть? Ребята, давайте сейчас мы будем это записывать. Итак, первое. Видим человека, а вместо человека видим изображение другого человека. Порча. Что-то черное на ноге внизу, держится за ногу. Аборты. Сегодня девочка пришла, на нее смотрю, а у нее на правой ноге висит ребеночек, который обнял ее ножку. Я говорю, если ребенок на ноге, особенно на правой, никогда не устроится на работу. У нее спрашиваю, как давно уже без работы? Она говорит, 15 лет.
Я говорю, у вас были аборты? Она говорит, были. А когда у вас это произошло? Она говорит, ну 15 лет назад. Я говорю, ну можно ли сравнить, что 15 лет назад вы сделали аборт, и после этого момента у вас не получается устроиться на работу? Она говорит, да, вы представляете, вообще не могу устроиться на работу. Сегодня ходила на собеседование. Вы представляете, это как раз из-за того, что у нее на ножке висит маленькое существо, она не может устроиться на работу. Какие вы можете еще видеть призмы? Вчера приходила женщина очень интересная. Когда начал на нее смотреть, перед ней, вот ее изображение на зеркале, а как бы за зеркалом перед ней изображение человека, который в мантии и который вот так вот наклонился и стоит лицом вниз. Прямо вот на зеркале такое отражение. Вот видно это. Бывает, что мы на отражении видим, а бывает, что за территорию зеркала что-то выходит. Такое тоже бывает. Вы это все увидите сами. Вы убедитесь в том, что я говорю. Когда я увидел перед отражением, увидел там человека, который в рясе, представляете, или его лицо вниз. Я ей говорю, вот вчера она была на левом берегу, там где я принимал человека, я говорю, вы каким-то образом связаны со служителями церкви. Когда я ей это сказал, она побледнела. И она мне говорит, Андрей Андреевич, вы представляете, 10 или 15 лет своей жизни я занималась тем, что была монашкой. Я была монашкой, у меня был свой приход там какой-то там, и у нас настоятель был мужчина. Но я была помоложе и выглядела покрасивее. Так вот, этот мужчина меня пытался домогаться. То есть он приходил ночью, сначала это было так. Он позвонил, не позвонил, а сказал ей, срочно приди, у меня спина болит. Позвонил все-таки. Она говорит, я пришла, он вот так вот поднялся с кровати и начал там меня трогать за интимные места. Я сказала, нет, этого не будет, потому что там... После этого, говорит, второй раз, спустя некоторое время, было так. Он пришел ко мне в келью, начал стучаться ночью в дверь в пьяном состоянии, и я ему не хотела открыть. И он говорит, прокляну тебя, Людмила. Прокляну, прах мой сыпется с меня под твои ноги, и будешь проклята на всю жизнь, если меня не пустишь. И после этого она говорит, нет, не пущу. Друзья мои, вы знаете, что больше всего проклятий ставят как раз те люди, которые верят в эти проклятия. А кто верит? И дальше секрет, священнослужитель. Самое, как заставить человека ходить в церковь, как вы думаете? Нужно поставить определенный или сделать определенный обряд, при котором у человека появятся какие-то внутренние нехорошие состояния. И тогда это заставит этого человека ходить туда, чтобы ему было легче. Представляете, да? Почему? Ведь мы в обыкновенной жизни не говорим слова бесы, дьявол, демоны и так далее, проклятие и порча. Не говорим ведь, правильно? Откуда они берутся? Кто-то же обучает этому всему, да? А кто обучает? Вот тот обучает, кто ставит. Понятно, да? Таким образом, очень частое явление как раз заключается в том, что, не хотелось бы это говорить. Да, вот не хотелось бы и Богу это говорить. Но уже что есть, это мое личное мнение. Я не плюю ни в чей огород, но я считаю, что очень часто и лучше всего ставят как раз вот такие проклятия, а также там насылают бесов, вот эти беспричинные порчи, невезения и так далее. Вот как раз те люди, которые являются представителями служения Господу Богу. Сори, что я это говорю, но если бы у меня не было такого опыта, и если бы я не видел, то я бы сидел тихонечко и молчал. Но вы сейчас начнете это видеть сами. Я вам говорю это серьезно. Вы начнете это видеть сами, и вас где-то, то, что я вижу, будет вас же самих шокировать. Конечно же, можно мне говорить, Андрюш, ты не прав. Но слава Богу, что предварительно я вам рассказал просто о том, как это все посмотреть. Понятно? И вы сейчас начнете это видеть там, спустя время, завтра, допустим. Выходить на улицу, смотреть на людей, ставить зеркала и видеть такое, вы будете в шоке. Итак, что же мы можем видеть еще? Сегодня на улице стоял и видел, женщина идет, а в отражении зеркала ее нет, а видны только части ее тела. Если видны части ее тела, это говорит о неминуемой скорой смерти. Понятно? То есть, если она в зеркале не отражается, то тогда она скоро умрет. Если перед зеркалом стоит человек какой-либо, у меня такая ситуация была, посмотрел на женщину, представил, будто я ее вижу в отражении зеркала, вот она на зеркале есть, а перед ней сидит мужчина, большой, толстый, похож на какого-то моего знакомого человека, серьезно, который сидит вот так за столиком.
большая морда лица и мордочка моего знакомого. Хорошо, что эта женщина была моей знакомой женщиной. Я говорю, вы знаете вот такого мужчину? Она говорит, да, знаю. А вы к нему по какому поводу обращались? Обращалась по поводу занять ему денег. А после того, когда денег заняли, отдали ему, он говорит, нет, пока еще не отдала, потому что у меня денег нету. Вот ты ему не отдала, а человек тебе уже что-то поставил. Круто, да? Как это происходит, все расскажу. Он говорит, я его проклинаю каждый день, собака, чтобы он задохнулся. Ничего не произойдет, я расскажу почему. Дальше. Сегодня стоял на улице и смотрел на разных людей. Шла женщина. Женщина на зеркале отражается, как держащаяся за живот. Вот так склонилась. Вот так за живот. Вот информация, которую вы получите на семинаре «С глаза порчи». Первая часть. Каким образом можно увидеть порчу, каким образом можно ее определить, как ее видеть и чем ее видеть. Вариант просматривания энерговирусов через метод закрытых глаз. Как все-таки она проявляется на человеке, какие существуют достоверные симптомы появляющейся порчи или проявляющейся порчи, кто ее делает, как найти того, кто делает, признаки сглазов, как они проявляются, эти признаки сглазов, симптомы порчи, симптомы сглазов, симптомы проклятий, экзорцизм, я объясняю, какие есть внутренние и внешние духи, демоны и бесы, каким классам они подходят и каким образом их убирать, как происходит влияние на человека, какие качества возникают у человека и к чему тянется человек, который получил энергетическое влияние, и как ощущать типичные признаки влияния на себе в случае, если они происходят, какие слова начинает употреблять человек, у которого есть типичные вот такие признаки влияния, невезушность, что это такое, семейные признаки влияния на целую семью, идентификация сглазов и порч колдовского влияния, как можно ее найти, осмотря ладонь, детские сглазы, что необходимо делать, как почистить от сглазов и подкладов ауру квартиры, метод убирания сглазов и порч, вызывающий ужас и страх у человека, самые простые мантры, убирающие сглаз, великолепные методы работы с зеркалами, обряды с пентаклями, всевозможными с мантрами, очень простые и эффективные обряды, убирающие проблемы проклятий из глаза, порчи, невезухи семейной, ритуалы тамас-гуни, которые помогают человеку избавиться от блуда. Если вы точно знаете, кто враг, то можете очень быстро отпарировать все тому врагу, который на вас влияет. Ритуалы с стаканом воды, рунические символы, которые помогают поставить себе защиту, мусульманские методы удаления порчи из глаза, специальные символы всевозможные, которые можно рисовать на себе, на руке, для того, чтобы на вас не было произведена порча из глаз, янтры, талисманы, чтобы изгнать духов из своего дома, из своей квартиры, от себя, проведенные обряды от наведения и порчи, которые выполняются в субботу, которые очень эффективно убирают порчу из глаз семьи, работа с помощью талисманов всевозможных, которые делаются из теста, тайные символы, обереги от привязанности, которые необходимо носить человеку, избавление от 28 классов голодных духов с мантрами голодных духов, использование угля и ладана с целью проведения 3 или 4 обрядов, огромное количество мантр, тайные обряды и ритуалы копали, взятые из индийской магии, хорошие мантры, защищающие энергетический кокон, мантры от внутренних проклятий, методы лип-кипаб, который убирает все виды сглазов в 3 этапа, символы от призраков, от злых духов, от любой беды, от влияния магов экзорцизма, от влияния дьявола, от злой энергии, от влияния на бизнес, от влияния и тьмы, колдовства, магии, конкурентов и так далее. Все это в этом данном семинаре.